очень не очень легкий. Ты когда-нибудь хотел ее облить бензином и сжечь просто? Датчик топлива, который стоит снаружи. Температура в салоне сейчас примерно градусов 50-60. За 10 миллионов рублей вы можете купить 11 Volkswagen Polo седан или арендовать делимобиль на 3 года. Или купить вот это. Не это. Вот на самом деле, что вы можете купить за 10 миллионов рублей. Наша передача только про самые дорогие машины, продающиеся на территории России. И это дрифтовый ВАЗ-2105, больше известный как Жига-царь. Давайте начнем с главного. Это Жига мощнее, чем Porsche 911 Turbo S, Jaguar F-Type SVR, Mercedes AMG GT и Nissan GT-R. Жига мощнее, чем Nissan GT-R. Давно мечтал сказать эту фразу. Обычно, когда мы говорим о «Жигулях», которые едут боком, мы представляем себе что-то вроде этого. А сколько вы планируете на ней еще ездить? Пока не отвалится задняя часть. Но бывает и по-другому. Федя Воробьев, хозяин этой машины, строит этот проект всю свою сознательную жизнь. И если вы следите за этим проектом, то в курсе, что совсем недавно он выглядел вот так. И, возможно, вы знаете причину, по которой теперь эта машина выглядит несколько иначе. Смотрите. Вот этот момент. Блин, вот это... Жига-царь умер, да здравствует Жига-царь! Перед вами наша любимая российская дрифтовая тачка в своей новой инкарнации. И она снова ездит. Ты реально за нее хочешь десятку? Да, почему бы и нет. Что возьмешь на эти деньги? Наверное, 99-ку, чтобы попрестижнее уже было. Возьму и построю еще 2 таких машины. Разумеется, все окна, кроме лобового, сделаны из плексигласа, но мое любимое вот это, заднее. В нем такой интересный вырез, и сделан он для того, чтобы сюда влез радиатор охлаждения двигателя. Да, двигатель спереди, а радиатор охлаждения сзади. Еще одна интересная гоночная деталь – датчик топлива, который стоит снаружи, и механик сразу может увидеть, нужно ли дозаправить машину. До аварии здесь был установлен пластиковый капот. После временно стоит стандартный пятерочный, поэтому он очень не очень легкий, металлический. Тойотовский мотор 2JZ GTE, который мы привыкли видеть с вами примерно в таких ситуациях. 3 литра объем, доработанная головка блока, кованые поршни Мэнли, огромная турбина Garrett 3576, кастомные впускной и выпускной коллекторы и примерно еще миллиард доработок. Отсечка мотора находится на 7500 оборотов в минуту, и все это позволяет снять с него более 600 лошадей и более 800 ньютон-метров крутящего момента. А это дохрена, учитывая, что масса машины меньше тонны. Загляните сюда и посмотрите на эту подвеску. Федя называет это почти стандартной жигулевской подвеской. По-моему, здесь нет ни одной стандартной детали. Этот мотор состыкован с BMW-шной коробкой передач, которая называется ZF320. Устанавливается она на 3-литровые версии BMW и вполне переваривает такой момент. Совсем забыли про багажник. Здесь, впрочем, ничего особенно интересного нет. Нету даже дна. А как ты считаешь, нужно ли было вообще вваливать столько денег в Жигу? Или правильнее было сразу собрать хороший японский дрифткар? Давай устроим баттл в комментах и на следующей неделе подведем итоги. Что лучше, крутая Жига или крутой японец? Пиши в комментах, что думаешь. Я предлагаю перестать болтать и сесть за руль. Кстати, про поездки. Если вы прямо сейчас по нашим ссылкам в описании скачаете приложение Делимобиль, то получите 300 рублей бонусом. То есть, если вы будете использовать машину, например, с 6 до 12 утра, то тариф будет 3 рубля минута. Это значит, мы дарим вам 100 минут бесплатной езды на Делимобиле. Качай и катайся бесплатно. Удобная посадка, как в любую, в общем-то, машину с каркасом безопасности. Сначала нога, потом задница, потом все остальное. Все продумано, алюминиевые коврики рифленые, все затянуто тканью или отделано под карбон. Особенно мне нравится руль Нарди, который здесь смотрится, конечно, великолепно. Коробка переключается стандартно, но вот задняя передача включается не так, как здесь нарисовано, а как на 8-ерочке, на себя и вперед. Самая страшная лампочка – это лампа давления масла, она находится справа. Если она загорается, двигатель нужно сразу же глушить. Вы знаете наше правило – никаких покатушек. Вдруг с машиной что-то случится, мы ведь снимаем самые дорогие машины в России.
Но дело в том, что с Федором мы решили встретиться на обновленном автодроме АДМ Рейсвей в Мечково. Здесь можно проводить соревнования по кольцевым гонкам, картингу и дрифту. И кажется, сам Господь Бог хочет, чтобы сегодня мы здесь прокатились. Слушай, а ты когда-нибудь хотел ее облить бензином и сжечь просто? Ты же ее строишь, вот я работал Почти 10 лет. в Макси-тюнинге, и я помню, обложка с тобой выходила, когда она еще фиолетовой была, лет 13 назад. Автомобиль этот пережил замену кузова, но моторчик дворников, торпеда и еще некоторые элементы, какие-то части от этого автомобиля остались еще с тех времен. Заводится машина следующим образом. Мы поднимаем тумблеры, включаем сначала массу, затем бензонасос, тормоз сцепления, стартер. И после того, как машина завелась, меня попросили включить третий тумблер. Не знаю, что это, но сделаю. Что интересно, трогаться на этой машине нужно со второй передачи. С первой это совершенно бесполезно. Погнали. Я буду ехать медленно, потому что если я попытаюсь ехать громко, здесь будет такой шум, что никакого звука мы записать просто физически не сможем. Внутри я не ощущаю себя, разумеется, в «Жигулях», но любитель «Жигулей» найдет здесь подрулевые переключатели. Прямо в салоне здесь находится АМ, это гоночные мозги от 2JZ. Они находятся прямо здесь, но есть такая у гонщиков, в общем-то, негласная традиция. Ну и, конечно, ручник, установленный прямо в салоне, идет в комплекте с тормозным цилиндром. Короче говоря, температура в салоне сейчас примерно градусов 50-60. Что мне особенно нравится, в этой машине нету музыки. Помните, чем это кончилось в прошлый раз? Выключи нахер! От нас ушел наш любимый оператор, мы разбили дорогую тачку, и все, что нас может сейчас поддержать, это твой лайк. Поставь его, пожалуйста, прямо сейчас. Поставь, ладно? После аварии у Феди отсутствует блокировка заднего дифференциала. В ее классическом понимании сейчас диф просто заварен жестко, и я чувствую на каждом повороте, что машина немного колбасит из-за разницы угловых скоростей задних колес. Но, конечно, это необходимая история для того, чтобы ехать в скольжении. Ладно, хватит болтовни, я все равно не могу ехать быстро, поэтому давайте попросим Федора показать, как надо ездить на этой тачке. Слушай, смотри, я что нашел. Вот журнал «Форсаж Макси-Тюнинг» от 2010 года. Я вот специально искал, я еще здесь работал. Кстати, на обложке Богданов, дрифтер, извини. Зацени. Да, Андрюха. Примерный мальчик. Про тебя пишут. О, ничего себе. Слушай, я даже не видел такую Короче, статью. если ты захочешь построить дрифтовую пятерку, вот здесь вот инструкция. я понял. Держи. Слушай, классно. На самом деле, у меня много журналов со мной, да, но такой я не видел. Спасибо. Пожалуйста. Кстати, если бы эта машина, ну, допустим, работала бы в каршеринге, то 1 минута обходилась бы вам в 150 рублей. Дороже нее был бы только Bugatti Veyron по цене примерно 3600 рублей в час. То есть поездка в аэропорт обошлась бы вам примерно в 216 тысяч рублей. Мы же предлагаем вам ездить на каршеринге бесплатно. Скачивай приложение Делимобиль по ссылкам в нашем описании и получай на свой счет 300 рублей. Это означает, что если ты будешь пользоваться машиной с 6 до 12 утра, например, то она будет стоить тебе 3 рубля минута. Это значит, что мы дарим тебе 100 минут бесплатно. Скачивай и езди бесплатно. Прямо сейчас.